Некоторые гусеницы не только создают свои коконы, но и строят удивительные домики, напоминающие небольшие бревенчатые избы. Эти конструкции в виде маленьких пирамид являются ярким примером того, что архитектурный талант присутствует не только у человека, но и у других существ на нашей планете. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы погрузимся в удивительный мир этих невероятных существ и узнаем о их захватывающих способностях. Мешочницы – это удивительное семейство бабочек, насчитывающее около 600 видов, которые отличаются от своих сородичей тем, что их гусеницы строят настоящие домики-коконы, которые могут быть очень похожи на кучки мусора или склеенные листья и веточки. Эти домики не создаются самими бабочками, их сооружает гусеница. Они используют все, что есть рядом с ними в качестве материала для своих коконов. Особенно забавно выглядят коконы, сделанные из маленьких кусочков веток. Они могут напоминать уменьшенные стога дров или даже миниатюрные деревянные избушки. Интересно, что иногда кажется, будто строитель был немножко не в себе или не совсем знал, как правильно строить. Но это еще не все. Домики мешочниц не являются неподвижными. Гусеницы переносят их с собой, когда ищут пищу или новый материал для укрепления кокона. Гусеницы создают себе оболочку в форме мешка или цилиндра, в котором они укладывают различные части растений, а иногда даже посторонние предметы, такие как песчинки, раковины моллюсков и другие. Домики этих гусениц различаются по форме и структуре в зависимости от вида. Гусеницы носят эти домики с собой, передвигаясь при помощи своих грудных ног, и в них они превращаются в куколки. Развитие гусениц многих видов занимает 2 года. Куколки самцов обладают шипами, которые помогают им освободиться из домика, когда они превращаются в бабочек. Самцы мешочниц, и возможно только они, могут быть названы бабочками-однодневками, поскольку их жизнь обычно продолжается всего около 2 часов. Окрыленный самец активно ищет домик, где находится зрелая самка, привлекаясь ее выделяемыми феромонами. Испаривается с ней обычно на ощупь, с помощью вытянутого выдвижного копулятивного органа. Это объясняет латинское название семейства, которое связано с греческим мифом о Психее, которое было запрещено видеть лицо своего возлюбленного Амура. Самки большинства видов покидают домик через несколько дней после оплодотворения и с помощью длинного яйцеклада откладывают яйца внутри своего предыдущего убежища. Размножение некоторых видов мешочниц происходит партеногенетически, без участия самцов. Сразу после от рождения самки выбираются из чехлика и приступают к откладке яиц, которые покрывают волосками с брюшка. Украшенные красивыми перистыми усиками маленькие скромные бабочки ищут самок, которые ожидают прилета самцов в трубчатых чехлах. Самки появляются немного раньше, но остаются скрытыми в своих укрытиях. У самок отсутствуют крылья, иногда они не имеют ног, перистых усиков и глаз. Эти червеобразные особи имеют только одну задачу – спариваться и откладывать яйца, что они делают, не выходя из паутинного кокона. Самка бабочки с прекрасным названием Психея представляет собой некрасивого червяка. После спаривания неуклюжий червяк откладывает яйца в своем чехлике, а затем умирает. Мешок, наполненный яйцами, выполнил свою биологическую функцию. Яйца оставлены, а тело бабочки высыхает и выходит из трубчатого домика. Самцы и самки не питаются, поэтому их жизнь коротка. Это явление в жизни насекомых называется афагией. Взрослые особи выживают во время спаривания, используя запасы энергии, накопленные в стадии личинки. Из яиц вылупляются маленькие гусеницы, длиной всего несколько миллиметров. Они сразу же начинают создавать защитные покровы из растительного пуха для своего маленького тела. Первый материал для покрова они берут из материнского домика. Маленькие челюсти гусениц соскабливают растительный материал, используя его для создания покрова. Она не просто скоблит стружки, а лепит их в комочки. У гусеницы имеется предельная железа на нижней части ротового отверстия, которая выделяет постоянную паутинную нить, и нежные стружки, собранные гусеницей, склеиваются паутинкой в небольшие комочки. Эти комочки достаточно прочные и не разваливаются.
Они последовательно приклеиваются к паутине, образуя цепочку из бусин. Когда цепочка достигает определенной длины, гусеница начинает обвивать свое тело, начиная с третьего грудного кольца. Поясок становится все шире, оставляя голову и грудь с ножками открытыми. Все ее действия инстинктивны и передаются по наследству. По мере износа колпачка гусеница достраивает его спереди. Мешочница растет, а чехлик становится все длиннее и напоминает трубочку, так как задний конец остается суженным. Теперь на нем висят прилипшие кусочки растительного мусора. Гусеницы затем подвешивают свои чехлики к стволам деревьев или старым деревянным стенам, используя паутину. Все чехлики бабочек мешочниц имеют заметные отличия друг от друга. Некоторые трубочки маленькие, другие крупнее. Некоторые аккуратно построенные, а другие выглядят как скопление растительного мусора. Однако они подвешены таким образом, чтобы дождевая вода стекала по ним вниз, не проникая внутрь жилища. Вход в свой домик гусеница тщательно замуровывает. Мешочницы готовы к зимним условиям. Гусеница растет и усовершенствует свое жилище в течение 2 лет. С приходом второй осени и второй зимы наступает весна. В этот период гусеницы не строят своих домиков. Вместо этого они ткут толстое шелковое покрывало, готовясь к превращению в куколку. Куколка представляет собой стадию покоя, но внутри нее происходит превращение, и вскоре из нее вылетает бабочка-мешочница. Мешочницы, населяющие южные районы, развиваются быстрее, так как переживают только одну зиму. Это семейство насекомых встречается в большом количестве в тропических регионах. Среди множества видов встречаются и вредители. Гусеницы бабочек питаются листьями различных растений, таких как цитрусовые культуры, плодовые деревья, виноград, какао, хлопчатник и кофе. Они могут причинять вред сельскому хозяйству, особенно плодоводству. Дорогие друзья, сегодня наше путешествие в мир удивительных созданий подходит к концу. Мы познакомились с удивительным миром мешочниц бабочек, которые завораживают нас своими уникальными особенностями и жизненным циклом, открывая свои домики-чехлики и превращаясь из гусениц в красочных бабочек. Мешочницы показывают нам силу преображения и непрерывный цикл жизни в природе. Спасибо, что присоединились ко мне в этом увлекательном путешествии. Подпишитесь на канал, так вы не пропустите следующие увлекательные выпуски. И жмякайте лайк этому видео. Берегите природу и до новых встреч!